Я так и знала, что Асан начнет каверзные вопросы свои задавать. Да, есть такое. Мы договорились сделать дарковый прог, а у меня опять получился торжественный. Не знаю, как он меня терпит. Прог, он должен дышать, атмосферить. Там и мелодик техно, и органик хаус, и прогрессив, все вот это вперемешку. Кого мы назовем отцом прогрессива? Ох, ничего себе вопрос. Я считаю, это стереотип. Ну, я это сделаю. Да. Да. А что нет-то? Итак, всем привет. Это шоу Underline. Сегодня у нас в гостях диджей-продюсер Sister Sweet. Свет, привет. Привет, Сереж. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. YouTube-зрители. И вообще всем hello. Sister Sweet – московский диджей и саунд-продюсер, чье музыкальное путешествие началось в далеких 90-х. Источником ее вдохновения стали компиляции от лейблов Global Underground и Renaissance, которые сформировали ее прогрессивный музыкальный вкус. Диджей-сеты Sister Sweet всегда наполнены лучами теплого солнечного света, позволяющие танцевать и мечтать одновременно. Также Sister Sweet является автором шоу о танцевальной музыке «Лучи света» на радиостанции Мегаполис Найт. Каждое воскресенье в 6 вечера эфир наполняется атмосферным и прогрессивным звучанием гостевых и собственных миксов Sister Sweet. Давай такой первый вопрос я тебе задам. Артист, диджей, продюсер, как бы ты себя представила, что бы ты про себя сказала вот тем, кто тебя не знает? Как ты себя позиционируешь? Наверное, творческий деятель. Вот так вот. Да, потому что мне нравится все, что связано с музыкой. Это, естественно, и диджеинг, и саунд-продюсирование, радиоведущая. Я была вот такая же, как ты, несколько лет назад, но потом замучилась. Ребят, вы бы видели, какая подготовка всему вот этому предшествовала. Вообще, Сереге прям респект и уважуха вот, за весь тот гимор, но зато мы вас развлекаем. Вот на самом деле мне нравится развлекать людей, дарить им эмоции хорошие и вообще делать жизнь прекрасней. Я человек, который людей делает чуть-чуточку, но счастливее. Вот так. Классно. Слушай, знаешь, мне показалось, что в последнее время я стал реже видеть тебя на тусовках. Это правда? Или я неправильно воспринимаю? Я так и знала, что Асан начнет каверзные вопросы свои задавать. Да, есть такое. Такое есть. Я на самом деле переживаю. Сегодня как раз общалась с нашими коллегами на этот счет, что как будто бы что-то пошло не так. Ну, говорят, просто время такое. Нужно потерпеть, все устаканится, и новые витки туз, вечеринок, все это заново возобновится после неких событий. Ну, ты интригующая прям. Даже не намекнешь, да, значит? Нет, а что намекать? Что за события должны нет, да не события. Просто ситуация вообще в мире у нас такая, что люди меньше тусить начали. Вот. Пропаганда закрылась, к сожалению. Другие площадки для прога, они менее подходят, а хочется делать хорошо. Вот, площадок таких пока мы не нашли. Вы же знаете, что для прога прог, он должен дышать, атмосферить, а таких заведений у нас практически нет, к сожалению. Вот так. Тем не менее, каким клубам и каким промкам отдаешь предпочтение, если выбираешься? В Москве? Да. Треф, газ меня как-то удручает каким-то своим пессимистическими сводами. Не находишь? Вот ты заходишь в клуб, и тебя как-то прям давит. Давят, да? Вот эти вот стены на тебя давят. Вот. Рев в этом плане более живой. Вот. Не всегда там, конечно, многолюдно,
Вот. Но когда это происходит, то очень танцевально, веселенько и позитивно происходит всё. Кстати, про веселенько, да? Давай, да. Не, ну правда. Правда же, да, что существует вот это деление на торжественный прог и мрачный прог. И как бы ты разграничила эти два музыкальных направления? Знаете, что я вам хочу сказать, дорогие друзья? Общались на тему деления жанров, и в том числе и поджанры в проге, вот, и пришли к выводу, что только наш человек сообразил делить прогрессив хаус еще на какие-то поджанры прогрессив хауса. У нас уже есть шри-ланкийский прог, у нас есть российский прог, русский, есть аргентинский, вот, а теперь вдруг меня поймали на том, что я поделила прог на торжественный и дарковый. Вот. Что ты там хотела у меня спросить? Я мысль потеряла. Нет, как ты это разграничиваешь? По каким критериям? Есть хэппи-прог. Мне кажется, это то, что я делаю. Почему-то. Вот, включите мою музыку. Вот. Последние релизы, мне кажется, у меня прям хэппи какой-то получается музон. Вот, а Dark, он с более какими-то мрачными синтами. Там бас такой глубинный. Тебя куда-то там погружает и в душе отзывается. То есть, ну, более какие-то мрачные элементы. Правда ли, что ты продолжаешь обучение созданию музыки и не прекращаешь этот процесс? И расскажи, чем занимаешься, куда копаешь на сегодняшний день? Да, мне тяжело в учении, я надеюсь, будет легко в бою. Постоянно учусь, никак научиться не могу. Вот взяла сейчас курсы по синтезу звука, осваиваю серум максимально, насколько это возможно, потому что я понимаю, что тот самый как раз дарковый прог можно накрутить в серуме. Вот сейчас кручу-верчу, запутать всех хочу, надеюсь, что-нибудь из этого выйдет. Скажи, есть ли у тебя, не знаю, счетчик какой-то, сколько ты уже прошла этих курсов и учителей, и как бы, на что можно рассчитывать спустя вот столько итераций обучения? Да, как я уже отметила, тяжело я обучаемый человек. Началось все со школы Грува. На самом деле, спасибо, что они азы в меня как-то вложили продакшена. Потом мы с Костей Аутой долгое время занимались и продолжаем, на самом деле, заниматься. Не знаю, как он меня терпит. Курсы Вани Рила закончила тоже. Вот. Но для девочкиных мозгов мне показалось, как-то он путанно объясняет. Извините, если начнут сейчас камни лететь в мой адрес. Вот. Сейчас это школа Лапс, и это не реклама, ничего, но я считаю, это просто the best, что есть на сегодняшний день. Я надеюсь, что я вас скоро порадую дарковым прогом, вот как мои старшие братья накручивают вот такие вот синты крутые, басовые. Вот. Я надеюсь, что я также научусь делать, потому что они свои секреты не раскрывают, и мне приходится самой до этого до всего допирать, но я это сделаю. Да, ну также тут, кстати, на Меганайте есть еще школа, здесь обучает в том числе Руслан Самвайб, вот. И здесь у нас тоже можно учиться продакшену. Минутка рекламы. Мегаполис Найт – школа от единственной клубной танцевальной радиостанции в Москве Мегаполис Найт Радио. Обучение проводят только именитые преподаватели с огромным опытом выступлений в клубах и на фестивалях в России и за рубежом. Получите профессиональные навыки диджеинга и написания электронной музыки. После прохождения курсов нашей школы вы сможете работать в барах и ночных клубах Москвы, а также на фестивалях, превратив диджеинг в стабильный и растущий заработок. Ссылка в описании.
есть деятельность по созданию музыки, есть по ее воспроизведению, то есть диджеинг. Да? Правда ли, согласна ли ты, что одно без другого не существует на сегодняшний день, и если ты пытаешься диджеить, то в любом случае ты придешь к тому, что нужно будет что-то писать? Я считаю, это стереотип, и, наверное, наша боль именно в Москве, в нашей стране, хотя, не знаю, возможно, в Европе такая же фигня происходит, что если ты диджей, тебя за артиста не считают. Ты обязательно должен писать музыку, чтобы заручиться каким-то уважением среди промоутеров, там, каких-то музыкальных деятелей. Вот. Я честно скажу, я когда затевала вообще эту историю с диджеингом, я вообще не думала ни о каком продакшене. Мне просто хотелось сводить ту музыку, которая мне очень нравилась, и которую почему-то не играли в клубах на тот момент времени. Вот. Потом мне, конечно, захотелось эту музыку дарить аудитории, а не в стенку играть. А потом как-то, когда в Эблтоне я начала миксы делать, и там какие-то моментами дополнять эти миксы, что-то вырезать, и подумала, а тут уже как бы до продакшена недалеко, раз я вот эти вот совершаю истории с треками, там что-то вырезаю, добавляю, о чем мне самой не начать писать. Поэтому я считаю, что, наверное, рано или поздно все равно это придет, а может и нет. Мы же знаем, многие есть диджеи, которые не пишут и нормально себя чувствуют. А может и не знаю. А если говорить конкретно про тебя вот на сегодняшний день, что из этих занятий тебе ближе и что приносит больше удовольствия? А на самом деле, и то, вот именно на данном этапе и то, и другое. Я вдруг поймала вот этот вайб продакшена, когда я реально сижу и кайфую от того, что получается. Я наконец-то начала крутить эти ручки сознанием дела, а не методом тыка, как это было раньше. Вот. Поэтому это прикольно. И, учитывая, что меня меньше стало сейчас на танцполах, наверное, это с этим и связано, что я погрузилась максимально в продакшн, и пока меня это прям завлекает, вдохновляет. Наверное, 60% продакшна, 40% диджеинга. Не надоедают ли собственные треки? Раньше было. На заре моей молодости, а сейчас как-то прикольно все получается. Пока нет. То есть спустя там некоторое время уже там после релиза, да, ты сама получаешь от них удовольствие? Или есть какие-то моментики? После релиза вообще все шикарно. Я играю свои треки, мне они реально нравятся. Наконец-то наступил тот момент, когда треки мне нравятся, и они реально сводятся с другими треками. Раньше вроде написал трек, как будто бы надо его в микс вставить, а они не сводятся вообще ни разу просто. Сейчас все хорошо с этим. И на стадии продакшена, в принципе, такого нет, что да пошло все нафиг, мне надоел этот трек, давай новый делать. Нормально. Пока вот такого не было. Но раньше было, да. Подтверждаю. Недавно вышел у вас потрясающий ремикс совместный с Йоншем. Вот, с удовольствием послушал, поиграл. Расскажи вообще про совместную работу, насколько это прикольно или наоборот есть какие-то сложности, как бы что, какие нюансы в коллабах? В принципе, или в коллабах с Йоншем? Начнем с общего и перейдем к частному. Коллаборация – это всегда компромисс. Кто-то один все равно должен будет уступить. Вот. Например, в коллаборации с Йоншем, наверное, ему надо отдать должное. Он
как бы идет навстречу мне. Хотя вот по последнему треку там больше его, на самом деле, вклада, чем моего. Потому что мы договорились сделать дарковый прог, а у меня опять получился торжественный. Поэтому пришлось немножечко подкорректировать. Но ямочка осталась моя. Ямочка моя. Вот с этими женскими вокалами, голосами, вот что я люблю всегда делать, оно осталось. Володя, спасибо, что не удалил все это. Такой вопрос тогда в тему о коллабах еще. Если бы, допустим, я пришел к тебе с предложением записать совместный трек, что бы ты мне посоветовала? На какой козе к тебе подъезжать? На что стоит обратить внимание? Слушайте, честно могу сказать, могу за себя сказать, что для меня коллаборация – это некий рост и некая возможность подняться и залететь на какой-то лейбл, на который ты бы сама своим продакшеном бы это не смогла сделать. Вот, и поэтому, когда ко мне там люди пишут непонятные, первый раз их вообще вижу, типа, давай сделаем коллаб, ребят, мне реально неинтересно, как бы, я же... своего роста хочу. Я думаю о себе. Почему я должна тянуть еще какого-то человека за собой? Вот. И поэтому либо делаем на равных, либо с кем-то, кто выше меня. Не знаю, конечно, им это зачем. Вот. Но каждая коллаборация – это способ подчеркнуть что-то новое для себя, какие-то фишки, либо поделиться своими какими-то штучками прикольными и вот это вот получить синергию общую, чтобы трек зазвучал какими-то новыми нотами. Бабки не предлагали? За что? За коллаб. Насколько мне известно, я могу ошибаться, но кажется, что это так. У тебя есть шоу здесь на Меганайте под названием «Лучи света». Вот. Давай пару слов об истории этого шоу. Я знаю, что вроде бы как корни уходят в ковидные времена, и как это было вообще? В ковидные времена, да, все мы сидели, грустили дома, хотелось какой-то активности. Сначала это были просто прямые включения в Инстаграме. Каждый день, когда, вот помните, была неделя, мы все дома сидели, и я вот эту неделю просто каждый день посвящала какому-то известному артисту, вот Дмитрий Молош, там, Седынк, Дави у меня был, потом All Day I Dream, и у меня прям целый есть микс. И, кстати, у меня на SoundCloud вот эти компиляции, они до сих пор запущены, можно послушать. И я там рассказывала как раз о каждом артисте. Вот. Потом я подумала, что хорошо бы это все в родимое русло перевести. Есть у меня друг такой, у которого интернет-радио было, назывался «Радио Луч», откуда и пошло название «Лучи света». И так получилось, что предложение на Мегаполисе выделили мне час в воскресенье в 6 вечера. Вот. И уже, получается, почти 3 года я каждую неделю эти эфиры провожу. Концепция такая, что 3-4 недели у меня гостевые миксы. Концепция – это прогрессив хаус, естественно, чтобы как-то стиль продвинуть и людям дать понять вообще, что это за музыка такая. Вот. Гостевые миксы со всего света, диджеи, артисты со всего мира у меня. Вот. А последнее воскресенье месяца – это мой собственный микс. Вот так вот почти 3 года и живем. Классно. Слушай, скажи по опыту, что влияет больше на популярность микса вот, по количеству прослушек в последующем периоде? Это имя артиста или там количество его фанатов, или все-таки музон, который он играет? Имя. Первое – это имя, совершенно четко и точно. Потом количество фолловеров в Инстаграме, как правило, потому что я афишу пощу в Инстаграме,
сразу видят, опять-таки, видят имя, а у этого имени, как обычно, много фолловеров, сразу там лайки, сразу прослушки, комменты, перепосты, и все, микс вирусится, и там по 5-6 тысяч прослушек просто там за неделю набегает. Вот так бывает. Но на самом деле надо отдать должное пакистанцам, которые вообще там брат за брата, друг за друга, они настолько поддерживают артистов. И вот у меня все миксы, которые от пакистанских артистов были, они больше всего прослушек. Я посмотрел, сейчас в топе висит почти 6 тысяч прослушиваний какая-то пакистанская девочка. Хазей. Я, честно говоря, даже не встречал это имя где-то там на битпорте, там на том же. Вот. А тут кажется, что какое-то противоречие, что такая популярная... Или это она у себя там настолько популярна? Да, она единственная девочка, мне кажется, в Пакистане диджей. Сейчас она начала выпускать музыку. Очень добрая, позитивная. И она, мне кажется, по количеству прослушек даже Стереоманка обошла. Хотя он у них там считается вообще гуру. Я не знаю, местный Эрнан Катанео, мне кажется, пакистанский. Okay. Ну вот как есть, значит, в Пакистане это Стереоманк, на Шри-Ланке это Субандрио. У нас кого мы назовем отцом прогрессии? Вот, в Аргентине все мы знаем, это Эрнан Катанео, наш гуру, бог и вообще человек, который нас вдохновляет, который нас поддерживает. Вот, спасибо ему за это. Его же вообще... кто он там, лауреат музыкальных, не знаю, как это назвать. Короче, он человек Аргентины. Как у нас заслуженные лауреаты, да, российские, народный артист Российской Федерации, а Эрнан Катанео, там у них народный артист Аргентины. Давай поговорим об Амстердам Dance Event. Вот. Могу вообще не задавать никаких вопросов, просто я спрошу, как съездила? Ой, съездила замечательно. Я не знала, что проговая тусовка настолько открытая, добрая. И я себя прям почувствовала как в семье. Учитывая то, что как бы меня не настолько хорошо знают вообще в мире, вот, но встретили очень тепло. Единственный момент меня смутило, вот наша прогрессив хаус мафия, да, там Антон Горин, Йонш, Митин Моли, Монту, да, вот все наши ребята, которые боготворят там на Шри-Ланке, в Пакистане, Гай Джей играет их треки в Европе, их не особо как и знают. То есть если артисты, например, с ними не коллабились, то им как-то эти имена абсолютно реакцию никакой не вызывают. Меня это расстроило на самом деле. Вот. Также, как европейская тусовка, например, совершенно не знает шри-ланкийских диджеев. Вот они знают Субандрю, да, отца шри-ланкийского прога, а что там есть Эхо Дафт, например, там тот же самый Вегас, который сейчас прям штампует треки. Для них это, как-то у них там своя туса, вот, они в ней варятся. Вот, а еще такой момент, тоже аналогию мы провели у нас здесь с тусовками так себе. На самом деле в Европе с тусовками тоже не особо. Как выяснилось, вот The Wash жаловался, что у них нету туса, и он гоняет в Амстердам постоянно, чтобы пропитаться вот этим вайбом тусовочным. Кто у нас еще? Бельгия. Вот эти вот все, короче, вот эти техновые страны, где у них техно в основном, вот они по прогу вообще не фанатеют. И все, кто любят наш атмосферный крутой музон, они все в Амстердам гоняют. Там тусы. Вот. А так-то, что АДЕ, это же
практически Burning Man среди артистов. То есть все собираются раз в год, общаются, болтают, целуются, обнимаются, тусят. Вот вечеринка Гай-Джея была, это просто сумасшествие какое-то, господи. Как он это делает, а? Как он играет эту музыку, как он ее подает, это просто нереальное что-то. Не знаю, таких нету больше артистов, которые так умеют преподнести музыку, которая тебя просто в космос куда-то отправляет. Пару имен назови, кого еще встретила из известных, с кем удалось лично пообщаться. Мариано Мелино. Я прям набросилась на него с респектами, что он мой трек поддержал на большом ивенте в Аргентине. Рубен Карапетян, естественно, прогуливался там, с ним поболтали. Он, кстати говоря, на русском говорит вполне себе неплохо. С кем еще? С Антримом, как обычно, я его прям за шкирку. Гильермо, я его увидела, подбежала сразу. Вот, уже не в первый раз. Такие эмоции он во мне вызывает. Вот, тоже прикольно поболтали. С Субандрио встретились, да, тоже мило поболтали. Короче, все вот эти звезды, которых мы видим там на больших ивентах, и кажется нам вообще недосягаемые, они вот такие же, как мы, отлично болтают. Вот. С Элли Нильсоном поболтала тоже. Стоял, что-то скучал на Гай-Джее. Я такая: Эли, привет, я из Москвы, давай к нам. А он такой: да я с удовольствием бы, но после окончания всех вот этих событий, которые, к сожалению, не вдохновляют на музыку. На гастроли. На гастроли, да. Ты также обмолвилась, что для тебя это событие было больше рабочим, чем развлекательным. Можешь ли расшифровать, раскрыть эту мысль? Бытует такой стереотип, что АДЕ – это некий фестиваль, куда люди приезжают тусить. Это действительно так, если ты обычный клабер. Если ты музыкант, диджей, продюсер, то тебе интересно туда приехать, познакомиться с коллегами, показать себя во всей красе для дальнейших каких-то проектов. Очень много было владельцев лейблов. Тот же самый там Droid 9, да, называется Movement, Meanwhile, кто еще, Sadbeat. Все представители этих лейблов приехали на АДЕ, и с ними можно было, вот как с тобой сейчас, пообщаться, о себе рассказать. Демку засунуть, да? И демку прислать, в общем-то, что я и сделала. Ряду лейблов отправила, вот сейчас жду ответа. Тоже, то есть помимо того, что мы познакомились и классно провели время, вот еще, возможно, и релизы какие-то в скором времени появятся. Так, АДЕ в итоге это чисто проговая тусовка или там все-таки представители разных жанров присутствовали? Там представители всех жанров, какие есть только в танцевальной музыке. Это и техно, и хардкор, мне кажется. Вот, кстати, инди-дэнс я что-то не сильно там не созрела. Мне кажется, это русская какая-то история. Вот, там в основном техно, мелодик техно, но прог. Вот на самом деле прог там на достойном месте. Не то, что у нас. Нас прям здесь задвигают сильно. Я видел трансушных коллег там. И трансушных, и вот я тебе говорила, что я попала якобы на вечеринку Армады. Как вечеринка, дневнинка, которую устраивали наши соседи по границе. Вот, которые с нами теперь не дружат. Вот, поэтому я решила незаметненько удалиться оттуда. Вот, и как, на твой взгляд, какое влияние во всей этой тусе именно проговая тусовка оказывает? Насколько она большая относительно остальных?
Она большая. Ну, возьмем вечеринки Эрнана Катанео, у него их было 2 или 3, 2 его собственных и 3 с Ником Вороном, они back-to-back играли. Гай Джей, All Night Long, вот про что я сейчас восхищалась и говорила, это нереально, 6,5 часов он играл, просто маг и волшебник. Потом Оля Синтиры делали большую вечеринку, All Day I Dream, ну вот это все органик история, но она больше, наверное, в проганик уже ушла, поэтому мы с ними граничим в этом плане. Там стадионы, ребята, они собирают стадионы, там по 5-6 тысяч человек просто ходят тусить. И самое интересное, в Европе возрастной ценз тусеров, он далеко выше, чем 30 лет. То есть там и по 50, людям, которые за 50 приходят тусить, прям видно, что они приходят с сознанием дела. Не то, что там выпить, закусить, а реально на диджея приходят, на музыку, на тусовку. Вот, это все прикольно, и чувствуется вот этот контраст после нашей вот этой всей истории. И прям приятно очень. Давай, да, как раз следующий вопрос тебе на эту тему. Что такого у них есть, что бы ты хотела у них чему научиться, и что у них есть такого у европейцев, чего у нас нет, и слава богу. Ох, ничего себе вопрос. Чему научиться? Ну, перенять как-то культурно, я не знаю. А вот именно культуру туз, наверное, бы классно было бы перенять. Именно вот как у нас прийти, обдолбаться, там, потоптать и намарафониться, там, что потом люди в себя прийти не могут. А там люди собираются на вечеринку, они выбирают диджея, там, я не знаю, Патрис Баумель, например, да, люди такие, какая сегодня вечеринка будет, там, наряжаются, как-то прям семейными парами приходят потанцевать, хорошо время провести, то есть это не какие-то там, не знаю, маргиналы, да, как у нас иногда приходишь, вообще, господи, куда мы попали, вообще днище какое-то. Там взрослые, культурные, интеллигентные люди приходят хорошо провести время. Вот как у нас в театр приходят все такие красивые, опрятные, вот там также приходят на вечеринки. А что касается прога, например, возможно, они не соблюдают вот эту чистоту стиля, как любим мы это здесь делать. Некоторые из нас присутствующих. Здесь присутствуют, да. Вот. И это даже по лейблам заметно. Вот некоторые европейские лейблы, они могут у себя релизить там и мелодик техно, и органик хаус, и прогрессив, все вот это вперемешку. Я все-таки за то, чтобы топить за один стиль, и его презентовать, чтобы люди понимали, что ты вот идешь на эту вечеринку, ты получаешь прогрессив. Ты открываешь лейбл и слышишь прогрессив хаус в релизах. Вот. Как научиться стилю? Опыт и наслушанность. Есть ли среди тех, с кем ты общалась, артисты, которые прям заметно зазвездились и ведут себя высокомерно, или нет? Да нет, на самом деле там все настолько открытые, даже я не заметила, чтобы там кто-то был высокомерный, там руку не подал, и не знаю. Все настолько открытые, доброжелательные, и это подкупает на самом деле. То есть, я приехала, я понимала, что, я релизюсь, да, там что-то на каких-то хороших лейблах даже появлялось, но вот так, чтобы там, Sister Sweet, подруга, hello, я этого, конечно, не ожидала, а это было. То есть некоторые меня реально узнавали, я прям, это прям приятно было вообще, вы не представляете как.
Вот. А кто-то просто... Как тебя зовут, Sister Sweet? О, ну привет, что, прогрессив пишешь? Ну все, ты наш человек, и все. То есть даже те, кто меня не знали, они там через минуту уже друзьями становились. И вот все, там подружились, уже там переписываемся в Инстаграме, там лайки, там друг другу поддержки, какие-то респекты выражаем. Прям классно. Протяну, как сказать... пронести бы вот этот вайб крутой до следующего АДЕ. Вот это было бы вообще кайфово. Ну, посмотрим. Пока вот неделя, все под впечатлением, естественно, все там целовашки, обнимашки. А как будет дальше, ну, посмотрим. Давай немножко о своих творческих планах, выступления, релизы, где можно послушать, что послушать. Ну, получается, в октябре у меня 2 релиза даже вышло. Это ремиксы на лейбле Massive Harmony, как раз вот с Йоншем у нас коллаб получился. И ремикс на Vegas и Ellie Ground на Digital. Вот, Нет, потом... ну у тебя, конечно, это более эротично. Digital. Так. Вот, в декабре еще на одном лейбле у меня будет эпишечка, 2 трека. Не буду пока говорить, потому что я еще контракт не подписала, но хороший лейбл. Я прям рада, что взяли. И ремиксы будут от крутых артистов. Я прям счастлива. Вот. Сейчас взялась за ремикс тоже одного известного артиста. Там просто сроки февраль. Вот, поэтому тоже не буду говорить пока, а то вдруг не доделаю или еще что-нибудь произойдет. Потом, сами увидите. Что еще делаю? Unofficial ремикс на афро-трек, потому что все знают, что я сейчас пошла учиться на афро-хаус. Вот, что ты еще хотел узнать? Ну, я знаю, что ты собираешься в январе опять на Шри-Ланку. Да, ну там все на воде вилами, вы же знаете, ланкийцы, у них 100 пятниц в неделе. Кто мы знаете? Я ничего не знаю. Как бы. Ну вот я... Рассказывай, ланкийцы. Ввожу вас в экскурс. Шри-ланкийцы прикольные, добрые ребята, но у них 100 пятниц в неделе всегда. Сегодня они тебя зовут на вечеринку, а завтра у них что-нибудь там гроза случилась, и они все отменили. Вот, пока... Разговор идет о 2 мероприятиях. Ну, опять-таки, поживем, увидим. Но ты уже не первый раз же туда едешь, и, видимо, что-то привлекает тебя в этой культуре особенно. Ну, прогрессив хаус, тусовка там, шри-ланкийский прок. Ну, товарищи, конечно, она меня привлекает. Люди, обычные клаберы, они настолько вообще погружены в стиль, в эту музыку, что вот просто с тусером сидишь и разговариваешь, и он такую тебе может историю рассказать о прогрессиве. Там каждого музыканта, каждого диджея знает. Конечно, прикольно. Мне там нравится. Ну и сам остров, море, солнце, ну, елки-палки, это же классно. Еще когда любимая музыка играет. Море, солнце, пляж, песок. Кайф. Я не уверен, что большинство зрителей имели счастье посетить, поэтому... А вот имейте такое счастье и запишите себе в туду-лист сгонять на Шри-Ланку. Ты это не только... Рекомендуешь зимой, да? Зимой да, там сезон. Это не только море, солнце и песок, но и еще и прогрессив хаус на пляже под ночным звездным шри-ланкийским небом. Блиц. Да. Что, где, когда? Нужно выбрать одно из 2 вариантов. Если непонятно, что имеется в виду, сама додумываешь, что имеется в виду, и отвечаю. Итак, релиз на крутом лейбле или 1000-й танцпол? Релиз на крутом лейбле. А многотысячный танцпол, он пойдет следом. Борщ или том-ям? Борщ. Газгольдер или комьюнити? Ах ты, елки-палки. Газгольдер. Шопинг или клабинг? Ну, нельзя так. И то, и другое. Это моя авторская ремарка. Спортзал или спа? Спортзал. Гайджей или Франгарай?
Гайджейка, ну ты что, если бы Каталео Гайджей, я бы тут зависла бы. Кроссы или кроксы? Ради уважения Тунгу кроксы. Если бы был выбор из двух плохих вариантов на 2 недели, что бы ты выбрала? Заболеть самой или чтобы заболел твой компьютер, на котором ты пишешь музыку? Самой, конечно, заболеть. Ты что? Конечно. Сама-то я вылечусь, я надеюсь, да, ведь, да? Меня музыка вылечит. И вас тоже. Всех нас вылечит музыка. Амстердам или Шри-Ланка? Ну, Серега! Шри-Ланка. Записали. Европа плюс или Мегаполис Найт? Я так и знала. Я думаю, что-то нету подвоха в нашем диалоге. И вот оно, прям под конец. А Европа плюс. Вот так вот. Ладно, всем спасибо. Спасибо, что нашла. Всем счастливо. Да, пока-пока. Почему-то в курсе афрохауса проводятся. Проходят. Преподают. Опыт и наслушанность. И... Ну все. Нормально же там. Можно вырезать.